Автор видео заснял интересную картину, как владельца Рено начал нагло выдавливать из полосы лодовод с огромным прямотоком. И когда дорога стала свободна, он будто бы почувствовал слабину и начал специально выкрутасничать перед реноводом. Но поспехунчик даже и подумать не мог о том, что у владельца иномарки есть с собой стальные бубенчики, которые он готов применить в любую минуту. При этом владелец Лады не заблокировал дверь изнутри, видя всю эту картину, а напротив распахнул ее, видимо, в ожидании чуда. При этом автор не стал дожидаться окончания этого шоу и решил просто взять и уехать. А тут человек ехал в плотном потоке машин, и казалось бы, ничего не происходило, но это лишь на первый взгляд, потому что сейчас справа появится самый умный водитель, который попытается проехать вторым рядом. Но у желающего просочиться ничего не получилось, и они тиранулись боковинами, после чего он скорее выскочил на улицу и начал предъявлять, якобы автор не прав. Ввиду того, что автор ничего не хотел слушать, а лишь предложил ожидать ДПС, тот пошел в машину, взял длинный продолговатый предмет и пошел им учить автора. Но до этого не дошло, ведь он просто взял, надавил на газ и отворотил ему дверь. И пока тот водитель опешил от произошедшего, автор решил поскорее смыться через дворы, но его идее, судя по всему, было не суждено сбыться, так как ему перекрыл дорогу встречный автомобиль. А тут неравнодушный мужчина решил отблагодарить человека, который остановился посреди пешеходного перехода. Пока он это делал, люди уже успели потолкаться, глядя на него. Он уже успел неудачно приземлиться, но быстро поднялся на ноги, благодаря своему чувству справедливости закончил дело до конца. Водитель такси несся как сумасшедший и не хотел останавливаться перед пешеходами, и когда ему пришлось это сделать, то подкрученный пассажир сразу же выскочил из машины и начал предъявлять пешеходам. Увидев такое поведение, мимо проходящий крупный мужчина быстро спустил его с небес на землю, после чего от подкрученности не осталось и следа. Ауди, которая ехала впереди автора, заблаговременно включила сигнал поворота и спокойненько себе перестроилась в левую полосу. А вот Субарис, который выплыл справа без поворотника, начал нагло выдавливать автора из его полосы. И когда не получилось сделать то, что он задумал с первого раза, начал поучать автора, резко притормаживая перед ним. Когда они остановились полностью, выскочил из машины и скорее побежал в его сторону. Специально для таких быстрых и самоуверенных у автора с собой оказалась волшебная пыльца, которую он применил строго по назначению. В этом сюжете произошла очень интересная ситуация. Автор видео ехал по дворовой территории, и справа от него впереди начал выезжать Паджеро. Так как дорога равнозначная, то автор должен был ему уступить, но не все так гладко. Ведь когда Паджерик начнет поворачивать, то препятствие в виде газели окажется с его стороны, поэтому уступать должен именно он. Но до него этот факт не доходил до последнего, да так, что он решил открыть окно и высказать автору свое недовольство в полной мере. Несмотря на возраст, применив неприятную манеру общения. Ты остановился, там проехал тебе, а мне не хватает. Кто кому уступать-то должен? Кто? Я вообще-то отсюда поворачиваю. Ну, у тебя побег. Побег-то справа у тебя, машина стоит, не видишь газель? Когда он понял, что не прав, соглашаться с этим не стал. Правильно, что? Ну так уступи дорогу, и все, и проедем мимо. Ничего я тебе не буду уступать. Да почему? Возьми расколоти. Да не хочу я тебе уступать. Потому что никто из вас тебя не... Черный Nissan Juke ехал по обочине и как только увидел впереди ремонтирующуюся машину, сразу же решил вклиниться обратно. Но автор был не обязан его пропускать, поэтому даже спустя время его попытки не принесли никакого результата. И когда он полностью сосредоточил свое внимание на авторе, не заметил, как впиликался в еще одного обочечника. Мерседес выехал навстречку, пытаясь объехать образовавшуюся пробку. Тот начал сдавать назад, но автор оставался непреклонен и подъезжал к нему все ближе и ближе. В итоге, спустя некоторое время, немцевод не вытерпел и вышел на улицу, чтобы поговорить с автором. Видно, что он начал разминаться и готовиться к чему-то серьезному, но автор не был к такому готов и сидел в закрытой машине. Что еще больше выводило из себя водителя немца и заставляло бегать его туда-сюда в надежде на то, что что-то изменится. Ты не угрожаешь? Да никто не угрожает. А что это было? В общем, после слова о том, что автор ему мешает, ему все-таки пришлось вернуться в машину и влезть обратно в поток, благо ему позволили сделать это добрые люди. И вот что он сказал на прощание. Гива неожиданно вылетела перед автомобилем и чуть не влетела ему в боковину, но тот успел среагировать, и до этого не дошло. Тем не менее, после того, что произошло, с ним все-таки вышли поговорить.
И снова встречник, на этот раз Lexus, который также хотел объехать пробку, чтобы быть быстрее. При этом, как и все, тихо сдавать назад до ближайшего поворота он не собирался, а напротив вышел из машины, чтобы показать весь свой обширный словарный запас. Но толку не вышло по двум причинам: из-за нежелания автора и того, что позади него были машины. Как можете заметить, даже был желающий впустить его в виде Range Rover. Но все равно все закончилось тем, что Лексусу пришлось заехать на бордюр и уступить дорогу полностью. А вот до чего гонщики не любят тех, кто едет по левой полосе на трассе, а Корт ехал позади ВАЗа и решил его проучить. Сначала ехал впритык позади к нему, а затем и вовсе обошел его и резко поехал на перерез траектории. В результате чего ВАЗовод нажал тормоза в пол и отправился в неуправляемый занос. А как вам такое? Водитель коммерческой легковушки болтался по дороге так, словно там никого нет, кроме него, и чуть не влетел во время перестроения в машину, которая ехала рядом с ним. Продолжение, конечно же, последовало. Коленовод отправился за ним, перекрыл дорогу и остановил, чтобы сказать ему, что он, мягко говоря, не прав. Хорошо, что автор видео решился и вышел разрядить обстановку. Герой видео, так же как и бетономешалка впереди, ехали чуть левее, чтобы не цепляться за наледь справа. Но позади него ехала Honda, которая хотела по-быренькому просочиться. У него ничего не вышло, при этом он сложил зеркало об автора и получил несколько царапин. Как только хондовод остановился, автор ему сразу же сказал: почему ты лезешь и не убеждаешься в том, что тебе хватит места. А тут БМВшник стоял, пропускал людей, а потом ни с того ни с сего поехал и перекрыл дорогу следующим. На это отреагировал один из людей и сделал ему щелбан по кузову. После этого немцевод сразу же отреагировал и пошел к нему с уроком навстречу. После чего мужик не остановился на достигнутом и сделал вот что. Все закончилось тем, что девушка пошла помогать своему другану. Герой видео ехал прямо на зеленый свет и никого не трогал. Как тут справа начал лезть уверенный в себе фордовод, который не убедился в том, что его пропускают, и еще остался чем-то недоволен. И на обычный звуковой сигнал сразу же отреагировал так, как бык реагирует на красную тряпку. Но как только осознал, что автор — это рама, которая ему не по зубам, сразу же вернулся в машину. Еще один быстрый мужик на форде, который пошел на объезд пробки. Сначала он просто возмущался, сидя в машине, и при этом не пытался вернуться обратно в полосу, которая предназначена для него. А потом вообще вышел и пошел рассказывать, что автор не прав. И когда понял, что заставить автора сдавать назад у него не выйдет, он сел в машину и начал пытаться вклиниться обратно. Toyota выехала против шерсти на одностороннем движении на горке. Автор не стал его пропускать и погнал вниз аж почти до самого низа. В итоге урок оказался очень действенным для мужчины на Тойоте, и он все-таки решился развернуться и поехать, как все другие люди. Герой видео медленно двигался в пробке с потоком машин и заприметил обочечника, который хочет проскочить побыстрее. Как можете заметить, он едет и перекрывает ее. Это очень возмутило владельца X-Ray, и он решил перекрыть ему на время движения. Затем, спустя время, так и не уехав вперед, он вылез из машины и побежал с ним на разговор. Давай сюда. Какие-то ответные действия предпринимать он не решился и поехал на заправку.